На советских картах этого острова не было. Пустое место посреди Аральского моря. Там закопали 250 тонн сибирской язвы прямо в открытые ямы. А в 71-м там же испытывали оспу, и ветер снес облако на проходящее судно. Все люди умерли, а городу сказали, что это холера. Это остров Возрождения. И это история о том, как одна страна почти полвека прятала самую страшную свою лабораторию прямо там, где ее никто не искал. Чтобы понять, почему выбрали именно это место, достаточно взглянуть на карту 50-х годов. На границе Казахстана и Узбекистана тогда шумело Аральское море, 4-е по величине озеро в мире, с портами, рыбацкими поселками и заводами. Вполне обычная жизнь. И прямо посреди этой воды лежал безлюдный, продуваемый всеми ветрами кусок суши. До ближайшего берега больше 100 километров. Для военных это была идеальная находка. Глушь, куда никто случайно не заплывет. Первая разведка приехала сюда еще в 1936-м, но по-настоящему за дело взялись в 50-х. Остров превратили в закрытый объект с кодовым названием Аральск-7. На бумаге рядовой военный городок. На деле один из главных полигонов Советского Союза по разработке биологического оружия. Климат тоже сыграл роль. В сухой азиатской жаре большинство бактерий на воздухе гибло быстрее, чем обычно. Инженерный расчет был прост. Можно распылять инфекции прямо на улице, и они не улетят слишком далеко. Правда, у этого плана был один фатальный изъян. Никто из создателей полигона не догадывался, что станет с самим морем всего через 30 лет. Для жизни и работы на острове отстроили целый город – Кантубек. Своя школа, детский сад, клуб, столовая, жилые дома. На пике здесь жили 1500 человек вместе с семьями. Обычный закрытый гарнизон, каких в стране были сотни. Но за жилой зоной начиналась совершенно другая жизнь. Лаборатории, загоны и открытые площадки, где на специальных стойках фиксировали животных, обезьян, лошадей, овец, морских свинок. Потом над ними распыляли аэрозоли с вирусами и смотрели, как быстро наступит заражение, какая нужна доза и на каком расстоянии она сработает. Проверяли все самое страшное – сибирскую язву, чуму, тулеремию, бруцеллез, лихорадку и, судя по всему, натуральную оспу. О лечении никто не думал. Задача была другой – понять, сколько нужно распылить инфекции, чтобы вывести из строя целый город или армию. Секретность была дикой. Даже офицеры из соседних частей не догадывались, что там происходит. Всем раздавали легенду. Мол, проверяем средства защиты от химического оружия. Правду знали единицы. И в 1946 году один из таких опытов чуть не закончился катастрофой далеко за пределами полигона. Летом 1971-го на полигоне тестировали боевую рецептуру со штаммом оспы. Как позже выяснилось, исследовательское судно «Лев Берг» шло в десятках километров от острова и случайно попало под облако аэрозоля, которое унесло ветром намного дальше, чем думали ученые. Через пару дней на корабле, а затем и в портовом городе Аральске, люди стали слегать с жуткой сыпью и высокой температурой. Симптомы один в один, как у тяжелейшей оспы. Заболели несколько человек, были даже дети. Врачи не смогли спасти всех. Что сделали власти? Никаких открытых расследований и объявлений. Город просто мгновенно оцепят и пустят слух, что началась вспышка холеры. Болезни неприятной, но не такой пугающей, как боевая оспа. Жителям в срочном порядке поставят уколы, даже не объясняя, от чего именно их прививают. Всю правду засекретят намертво, и всплывет она только в 90-х благодаря независимым расследованиям. Этот случай показал главное.
Смертельные штаммы не всегда удавалось удержать на острове. А дальше произошло то, что окончательно изменило судьбу этого места. Пока в лабораториях шли опыты, вокруг разворачивалась другая беда – экологическая. Начиная с 60-х, воду из Амударьи и Сырдарьи, главных рек, питавших Арал, стали массово забирать на орошение хлопковых полей. Море начало уходить на глазах. Берег отступал километр за километром. Вода падала каждый год. К 80-м стало понятно – изоляция острова доживает последние дни. Для военных это был кошмар. Место, где десятилетиями распыляли опаснейшие инфекции, скоро окажется на суше. На полигон можно будет просто прийти пешком с материка. И дальше начинается самая жуткая страница этой истории. К концу 80-х программу решили сворачивать. В 1988 году на остров привезли гигантский объем боевой сибирской язвы от 150 до 300 тонн. Уничтожать все это было слишком долго, поэтому зараженные массы просто свалили в огромные ямы, засыпали хлоркой и утрамбовали землей. Расчет был на то, что хлор убьет все живое. Но у спор сибирской язвы есть страшное свойство. В сухой земле они могут спать десятилетиями и все равно оставаться смертоносными. А в 1992 году распался Советский Союз. Проект закрыли мгновенно. Военные уходили в такой спешке, что бросили все. В квартирах остались мебель, книги, детские игрушки, на рабочих столах оборудование. Это выглядело не как плановый вывод войск, а как бегство из зоны катастрофы. Остров с тоннами закопанного биологического оружия остался брошенным и без единого часового. К началу 2000-х море окончательно ушло. Остров стал частью огромной пустой степи. Теперь туда мог добраться кто угодно, от охотников за цветметом до тех, кто искал образцы для опасных целей. В 2002 году американские и казахстанские специалисты снарядили туда совместную экспедицию. Пробы показали то, чего все боялись. Спустя 14 лет споры сибирской язвы в ямах все еще были живы. Грунт пришлось срочно обеззараживать, перепахивать и заливать химикатами. Официально землю очистили. Но сам городок Кантубек так и стоит посреди пустыни. Пустой, разрушенный, с зияющими окнами зданий, где полвека создавали самое опасное оружие на планете. Остров Возрождения. Редкий пример того, как секретный объект рассекретили не разведка и не журналисты. Его выдала сама природа, просто осушив море, за которым его пытались спрятать. Сегодня туда можно спокойно приехать на обычной машине. И от этой мысли становится по-настоящему не по себе.